И снова всем привет, с вами Леторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами уже в принципе подчищали, так сказать, хвосты, и сегодня мы продолжим это делать. Я все-таки за пределами записи загуглил по поводу червя, я действительно написал неправильное место, где он находится в старом городе в Глотке, поэтому мы сейчас туда пойдем, ну не сейчас, а после того, как мы разберемся здесь со всеми делами. Вот. И поисследуем. Попытаемся с ним сразиться. Так, сейчас мы находимся на некоем островке. Зал незримого. Интересно. Это не там ли меня ждет этот? В пепельном чреве. Нет, не там. Это уже хорошо. Так, можно как-то туда пройти? Да, что-то очень все здесь, даже, смотрите, даже здесь почему-то подтормаживает. Из-за тумана, может быть. Не знаю. Тенистая долина. Край вокруг кажется безжизненным, он невероятно тих. Изрезанные холмы спускаются прямо к спокойному чистому морю. Над головой не летают птицы, вокруг нет ни кабанов, ни крыс, ни даже ящериц. Лагерь впереди куда оживленнее. Лошади привязаны к жердям, рядом на ящике сидит некто в плаще с надвинутым на голову капюшоном. А из котелка, висящего над костром, тянет ароматной похлебкой. Есть соображения? Давайте с Эдером поговорим. Так, первым делом угостим их морковкой, чтобы завоевать доверие. Потом расчищем гривы, а то они что-то спутанные. Если после этого не подружимся, то вернемся снова к морковке. Эдер увлеченно смотрит на лошадей. Давайте с Лотом поговорим. Что-то здесь не так, говорит Лот. Я чувствую необычную магию, хотя я не могу точно сказать, какую именно. Ну, Зоти. Зоти пожимает плечами. Если это ловушка, то достаточно хитрая. Серафен, не слишком похоже на ловушку, капитан. Ничего такого не чувствую. Никакой враждебности, ничего вообще. Серафен хмурится и почесывает затылок. Ну, давайте приблизимся к лагерю. Вы идете вперед и видите, как из двух ближайших палаток выходит стройная лесная эльфийка в аидирской одежде и Омоуо с лазурной кожей, а также один житель саванны, нацеливающий арбалет прямо вам в сердце. «Ни шагу дальше», — говорит он. Эльфийка вам тепло улыбается, что несколько сбивает вас с толку. Фигура в плаще посреди лагеря не движется вообще. От нас не будет проблем. Айдирка кланяется, каштановые волосы падают ей на лицо. В таком случае, как же мы можем не пригласить тебя? Она жестом велит вам проходить. Троица проводит вас среди палаток. Тех как-то многовато. Эльфийка любезно предлагает вам сесть у костра. Фигура в капюшоне не обращает внимания на ваше прибытие, лицо ее в тени не видно. «У нас есть суп», — говорит Аумова. «Ну, похлебка. Можем также предложить выспаться в одной из наших палаток». «Много же ли ты знаешь про эти острова?» Аумова отрицательно качает головой. Айдирка же усмехается и говорит: «Ну, немного знаю». «А что?» — спрашивает смуглый человек. «Странное место. Сама земля здесь изуродована какой-то страшной энергией». Айдирка кивает. «Может быть. Великий катаклизм встряхнул этот мир много веков назад». Аумова качает головой. «Но рассказать мы об этом почти ничего не можем». «А кто ваш друг в капюшоне?» Женщина мягко смеется. «Просто друг. Думаю, тебе лучше самому спросить». «Эй, ты кто?» Фигура никак не реагирует, в тени играет на складках ее плаща. Подойти и заглянуть под капюшон. Вы подходите к фигуре, которая по-прежнему не шевелится. С каждым шагом вы становитесь все ближе к ней, но одновременно и дальше. Вы идете несколько минут, костер как-то оказывается в стороне, но вы продолжаете идти и не можете остановиться. Наклонившись пониже, вы заглядываете под капюшон, скрытое под ним лицо. Безволосое лицо с бледно-серой кожей, тонкими губами и узким носом, и без глаз, даже без глазниц. Что во имя Вайля здесь происходит? Лицо улыбается уголками рта, фигура встает. Вы содрогаетесь. Нет, содрогается земля, либо даже воздух. Под ногами у вас хлюпает грязь, желудок подкатывает к горлу, когда вы видите, что в земле открывается пропасть. Вы падаете в темноту. Вы просыпаетесь на голой земле. Нет ни палаток, ни лошадей, ни следов, ни даже костра. Интересно.
Ну что ж, давайте заглянем в некий зал незримого. После продолжительных блужданий вы наконец-то достигаете эпицентра вулканических разрушений. Перед вами стоит просторное каменное строение, потрепанное веками. Над дверью красуется око Ваэля. Вы подходите к двери. Пусть она и вырезана целиком из камня, но вы ощущаете на себе взор украшающего ее глаза. Затем дверь беззвучно распахивается, открывая темный узкий проход, убегающий куда-то вниз. Мы активировали глаз, и это открыла стена. Хорошо, так и запомню. Только светящихся кристалловых грибов нам не хватало. Лучше бы здесь было темно, как в заднице огра. Это какая-то небольшая головоломка, судя по всему. Возможно, нам нужно кого-то оставить там, с кем-то пойти сюда. Ну, сейчас посмотрим, походим по кругу. Ага, вот дверь. Хорошо, давайте главного оставим. Точнее, давайте одним только пойдем, Эдером. Так, эта дверь. Нет, все нормально пока. Возможно, я слишком беспокоюсь. Пальмовые пластинки и лом. Ну да, как бы, как же еще? Так, это дверь. Но если это какой-то лабиринт, то я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Он слишком легко открывается. Или Йиль. Решительность +1. Так, это вот эта дверь. Эта дверь пока не открывается. То есть мы одного оставили там. Так, эти две двери открылись. Одна из них закрылась. Одна открылась. Там закрылась, там открылась.
Так, вот сейчас что-то где-то сработало, но где пока непонятно. Эта дверь закрывает эту. Вот эта вот дверь пока непонятно, чем открывается и закрывается. А вообще туда никак нельзя попасть снаружи, да? Даже Эйдер не попадет. Давайте посмотрим. Вот это почему-то клацает и все. Видите, она как бы больше ничего не делает. А, нет, она делает. Так, а ну-ка еще раз. Где она что-то делает? Не могу понять. Ладно, возможно, здесь все-таки действительно не так. Ну, то есть до сюда мы спокойно идем всей группой. Вот сейчас мы здесь заюзаем вот этот ключ. Вот еще. А, это которая переключает вот эти вот. Но она в это время может что-то другое делать. Но она вроде бы только переключает их и все. Хорошо. А это? Это закрывает только одну. И открывает другую. Или нет? Так. А, вот эта дверка, возможно, как раз вот то и открывается.
Да, вот, это открыто. Так, здесь вот это на стене есть. Она открывает эту дверь. В этой двери я могу нажать, чтобы открыть эту дверь. О, и пройти туда, кстати, смотрите. То есть я могу к своей команде попасть наконец-то. О, да эта дверка открылась, смотрите-ка. Ну что ж. Глаз Вайля, свиток взгляда от Драгана и реагент. И все, здесь больше ничего нет? Опа. Опа. А мы не сохранялись? Ну, я даже не знаю. У нас есть призывание кого-либо? Нам нужно бы что-то, чтобы отвлекло от нас. А, то есть они еще не только там появились, они появились везде? Получается. Все идут, получается. Это был не Алот, кстати. Так, давайте хоть почитаем, что мы там нашли за глаз Вайля. Скипетр одноручная. Урон плюс 45, точность плюс 12, плюс 3 пробивания. Спутанность сознания. Шанс получить невидимость на 8 секунд при критическом попадании. 10%. Шанс наложить на цель случайную иллюзию при попадании. Как только вы берете скипетр в руки, начинает звучать хор голосов. Они говорят на ангвитанском, древнеаидирском, валианском, языке лана. Каждое слово эхом звучит на множестве неведомых вам языков. Мы читаем тома, что еще не написаны. Мы заглянули за пелену смерти. Мы ищем сердце всякого знания. Мы ступаем по неведомым мирам. Откажись от колеса, откажись от смерти. Прими печать, глаз, метку. Проснись. На рукоятке скипетра начертана фраза эзотерика пролиферада. Ну что ж, я так понимаю, что это все. Ну, так его и назовем, зал незримого. Хорошо, и нам остался еще один остров, если я не ошибаюсь. Забытые катакомбы, зал незримого и, скорее всего... Хотя как, Пока Кахара. Давайте посмотрим. Вайлю, но на болотистом острове к юго-востоку от Никитаки я нашел полную носителей гробницу. Юго-восток, это юго-восток.
где-то вот здесь. Тогда третий, получается, это забытые катакомбы, но мы здесь тоже были. Это же не юго-восток. К югу. Ну ладно, я не знаю, честно говоря. Сейчас будем смотреть. Может быть, какой-то остров мы таки пропустили? По большей части, кстати, ребят, все пазлы в играх я решаю примерно так, как сейчас получилось. То есть я просто что-то рандомно клацал и получилось. Так что не удивляйтесь. Так. Гонки корабля. От чтения вас отрывает стук в дверь. Снаружи стоит Освальд с видом проигравшего спор. «Капитан, лучше вам подняться на палубу. На горизонте другой корабль, выглядит заброшенным». Освальд ведет вас на полубак, где собралась кучка матросов. Начертав святой знак, старый Энгрим указывает на левый борт. «Это дурной знак, капитан. Нам нужно отдать их владычице скорби, иначе быть в беде». Щутупек посмеется. «Мы даже не знаем, мертвы ли они. Тем более не знаем, что у них в трюме. А ты уже спешишь пустить их на дно». Серафен качает головой, обдумывая то, что говорит Щутупек. «Освальд зря не болтает. Зараза какая или нет, корабля лучше держаться подальше». Корабль покачивается на волнах, паруса его спущены. На мачте развивается зеленый флаг, означающий, что на корабле заразная болезнь. На палубе никого нет. Спросить корабельного врача, что думаешь, Ора Безумная? Сигналов нам никто не подавал. Думаю, помогать на этом корабле уже некому. Ора Безумная хмурится. Корабль слишком опасен, капитан, а не только для тех, кто его тут встретит. Не буду вас жизни учить, но мне кажется, что лучше его потопить, пока кто-нибудь не решил подняться на его палубу. Хорошо. Ренгрим напевает гимн в честь Ондры, пока пушкари готовят орудие. Песня становится все громче, непокорно дает залп по брошенному кораблю, попадая ниже ватерлинии. Корабль уходит в пучину, команда возвращается к своим делам. Кто стучится в вашу каюту? С палубы дует удивительно холодный ветер, не стихая в течение многих часов. Ну, это мы да. Не пожалеть времени и провести с командой ритуал, чтобы заручиться поддержкой Ондры. Мы обязаны уважать ее, и мы будем уважать ее. Это у нас уже было, поэтому я не стал зачитывать, как вы поняли. Так, юго-восток, то есть это не забытые катакомбы, получается. Это юго, если это Чикивара, то это запад или северо-запад. Поэтому, наверное, мы здесь таки не были. Это странно, мы должны были здесь быть. Юго-восток это руины Покакахары. Давайте еще раз заглянем сюда. Не знаю, возможно я ошибаюсь. Кокура. Это я его назвал. Вы быстро находите уже знакомый путь в гробницу и заходите внутрь.
Ну, здесь мы все очистили, все, что было возможно. Здесь больше некуда идти, сколько я помню. Возможно, это, конечно, не один из тех островов, просто-напросто, и все. Сейчас просто заглянем на все эти острова. Если не сработает, то я не знаю. Наверное, будем тогда уже искать. Но сегодня зацикливаться на этом сильно не будем. Хорошо, руины Покакахара. Давайте, наверное, сначала этот угол обследуем. Так, мы собирались угол обследовать. Но я уже уплыл далеко. Двое матросов затеяли спор на палубе. Так, ну давайте проверим рыбу на признаки болезни. Рыба полностью здорова. Не подбирается почему-то, возможно, там что-то, что... Смотрите, тут вот буря, но сейчас, может, она пройдет, пока мы тут будем плавать. Но там какой-то островок с чем-то есть. Рыбное угодье. Вы стоите на юте, глядя вдаль. На небе не облачка, море спокойно. Моряки переговариваются все громче, они чем-то встревожены. Собравшись на правом борту, они смотрят в море. Клянусь богами, бормочет Ирена. Поверхность моря волнуется, всплывает что-то огромное и светящееся. Идентифицировать. Серафен. Серафен наблюдает за тем, как свечение усиливается. Наверное, это незабываемый фантон. Большой светящийся кит. Он весьма неплох на вкус, говорят. На поверхности воды видно длинное существо с бледной кожей, практически прозрачное и слегка светящееся. Кажется, вы даже можете различить внутренние органы. Существо медленно поворачивается, изучая вас светящимся голубым глазом. Его зрительный нерв толщиной с причальный канат. Ора безумно улыбается. А, этот еще маленький.
У кого какие соображения? Ирена перегибается через заграждение. А места там полно. Мы его на несколько дней есть сможем, если капитан позволит, конечно. Ирена с надеждой смотрит на вас. Остальные тоже одобрительно переговариваются. Ваница хищно усмехается. Добыча достойная самого Головейна. Давайте повеселимся, капитан. Ора безумная делает шаг назад. Убить одного из детей Нгати нельзя совершить такое святотатство. Кто бы это ни был, мы не станем его трогать. Ваница вздыхает, команда возвращается к своим делам. Вы плывете дальше. Удивительное существо долго следует за вашим кораблем. Вы слышите что-то вроде низкой печальной музыки, перекрывающей шум волн. Все моряки чувствуют спокойствие и умиротворение. И ночью существо остается рядом, излучая мягкий свет. Утром оно пропадает, но ощущение спокойствия остается за вами. Так, опять игра в трюме. Ну, в этот раз мы проиграли. Смотрите, здесь как что-то как будто бы к центру сходится, или это меня уже глючит. Она глючит. Ну, вот здесь вот есть такое ощущение, будто бы текстурка сходится к центру. Это, наверное, просто рядом, потому что шторм вот тот. А тот, кстати, шторм, смотрите, он постоянно возле того острова, не двигается с него. Ладно, ладно. Это звучит как вызов. На горизонте собрались грозовые тучи. Облака на горизонте темнеют и наваливаются друг на друга, будто сражаясь за первенство. За чередой бьющих в океан ослепительных молний тут же следуют оглушающие раскаты грома. Малышка Люка смотрит на бурю, потом сплевывает. Жаль, нет на этом корабле боцмана, капитан. Во время шторма без боцмана никуда. Ваши команды смотрят на нас. Какие будут приказы? Просить помощи спутникам. Вы ищете одного из своих спутников. Рассмотреть все варианты. Раздать поручение матросам. Команда ждет ваших приказов. Веревка с крюком. Виадул, возьми эту веревку, привяжи себя к штурвалу. Не хочу, чтобы тебя смыло волной. Раздай оставшуюся горячую еду, Ирена, а потом потуши весь огонь на корабле. Есть, капитан. Команда будет рада горячей еде. Неизвестно, что с нами будет дальше. Раздать команды матросам. Все под палубу, закрепите груз. Над вашей головой проносятся тучи, накрывающие море беспокойным серым куполом. Капли дождя барабанят по палубе. Буря подходит все ближе, и Биадул вытирает с лба пот. Нам не уйти, капитан! Ветер стихает, но с неба продолжает лить. Непокорный как будто спрятался под водопадом. Вода заливает всю палубу. Задраить люки, спустить паруса. Матросы бросаются вниз, начинают задраивать руки. Корабль получает 10 урона. Все по местам, держим курс. Матросы прячутся от дождя под плащи и шляпы, непокорно идет через кажущийся бесконечный поток воды. Буря продолжает бушевать с прежней силой. Над вами бушуют небеса, под вами бурлит море, а между ними нет ничего, кроме бархатной завесы дождя. Ваница хватает трос и кричит: «Бессмертные боги, капитан, Ондра совсем взбеленилась!» Палуба под вашими ногами ходит ходуном. Все по местам, держим курс.
Корабль продолжает идти сквозь бурю. Вода поднимается, переливается через борта, водопадом заливая палубу. Висящие на снастях матросы громко перекрикиваются. Паруса получают урон. В трюме уже воды по колено, непокорный дает течь. За помпы, нужно выкачать воду. Команды работают посменно, морякам удается откачивать воду чуть быстрее, чем она прибывает. Буря продолжает бушевать. Буря швыряет волны в шатающиеся, гнущиеся на ветру мачты и перекрученные канаты. Палуба то и дело оказывается под водой. Из-за сильного ветра капли дождя летят почти горизонтально. Все по местам, держим курс. Корабль идет, продолжает идти сквозь бурю. Вода поднимается, переливается, ну понятно. Паруса еще урон получили. Буря продолжает бушевать с прежней силой. Убрать паруса, Биадул, остальные вниз. Биадул угрюмо держит штурвал, а остальные матросы закрепляют убранные паруса и прячутся. Ветер гонит ваш корабль вперед, волны высоко его подбрасывают. К счастью, вы надежно зафиксировали груз, и вашим матросам не приходится уворачиваться от летящихся в них ящиков. Наконец-то буря унимается, будто само... Наконец-то небо унимается, будто само устало от бури. Облака лежат на нем, как толстое пушистое одеяло. Волны тоже успокаиваются. Непокорный может спокойно идти дальше. Измученные, но заметно повеселевшие матросы повисли на бортах. Кажется, буря кончилась. Ну, мы постарались на славу. Правда, у нас половина парусов, половина корабля нет, и половины парусов нет. Ну, на берегу лежит огромный старый галеон. Он так сильно завалился на бок, что его палуба стоит почти вертикально. Грот мачты сломана пополам, будто лапой разъяренного животного. И вы продолжаете осматривать обломки, находите в далеком углу трюма что-то необычное. Через несколько минут вам удается вытащить находку. В ваших руках оказывается отличного качества Палекс, наверное, светящийся странным светом. Алебарда лорда Дарина. Шанс 10% запустить удары молнии при попадании оружием. Связь, варвар, друид и боец. Возвращаетесь на разрушенное судно. Эмблемы принщика. Подзорная труба. Ну, мне понравился этот шторм. Это было, ну, более, знаете, так экшеново. Рунный порох. Расколотый риф. И там какой-то туман. Сейчас мы туда подойдем. Расколотый риф. Интересно, мы там вроде бы еще не были. Это, кстати, возможно, есть. Ну, правда, этот треугольник не возле Тикевары, а рядом с ней. Ладно, сейчас посмотрим, что это. О, смотрите, расколотый риф. Это какое-то здание. Лодочное. Соленый угорь. Вас все затягивает густой туман. Шаткие дощатые переходы соединяют между собой островки суши. Со всех сторон вы видите останки кораблей. Над водой висит плотный туман, скрывающий дорогу в любом направлении. Вы слышите только плеск воды и собственные шаги на гнилом настиле. Внезапно откуда-то слева доносится собачий лай. Посвистеть собаки. Собака отвечает лаем на ваш свист, потом внезапно визжит, громко и отчаянно.
Некоторое время тихо, потом вы слышите топот ее лап. Собака выбегает из тумана, и ее темная шкура вымазана кровью. За собакой сквозь туман шагают две фигуры, похожие на людей, но высохшие, гниющие, с перемазанными кровью лицами. Даргули. Они останавливаются неподалеку от вас и больше не двигаются. Из темноты и тумана выходит некто третий, в плаще с перекрученным посохом в руках. От посоха исходит яркий свет. Руны, вырезанные на лбу Даргули, загораются, как маяки в ночи. Даргули с рычанием устремляются к вам, рассекая воздух окровавленными когтями. Интересно. Такая хоррор-локация, надеюсь. Фамир, я так понимаю, тот, кто ими управлял. Он довольно толстый. Собака превращалась в могильную гончую. Райдера прихлопнули немножко, но он встал снова. Давайте, чтобы он снова не лег, мы его уведем. Все, вроде бы уже. Больше никого нет. Боевой посох Фамира. Да, судя по всему. Так, ну хорошо. Давайте походим, посмотрим, что здесь есть. Да, видимо, какой-то остров, кладбище кораблей. А, или это просто место для встречи было и все, видимо. Да. Ну ладно. Мы вот здесь были. А, я понял, это типа самое начало было. Здесь никого нет, и это к лучшему, наверное. Все клинки покрыты ржавчиной. В кувшинах скопилась дождевая вода, наполняя помещение своим солоноватым запахом. Эти керасы подготовлены к разборке на запчасти. На странице рядом нанесен чертеж шлема. Одинокая собака. Ники. 5% попаданий обычных противников становятся легкими. Огонь глотки. И это все, что здесь есть? И больше некуда идти, получается, только наверх и все. Почему вот эти звуки здесь есть? Странно. Ладно, хорошо.
соленый уголь, давайте туда зайдем. Скелет, играющий на... Надеюсь, нас нет в меню. Ты только с корабля? Наверняка жажда замучила. Гуль. Медный чан. Эй, да, ты, я наверху. С балкона вам отчаянно машет высокая сухопарая фигура. Обратив на себя ваше внимание, скрывается за перилами. Не лучшее место для того, чтобы прятаться. Хозяин таверны. Вам налить, сударь? Бармен управляется с делами весело и задорно, начисто игнорируя тот факт, что в нем полным ходом идет процесс разложения. За ним подвешен вверх ногами над бочкой гном. Его запястье порезано и по руке стекает ведро струйка крови. Честно скажу, с выбором у нас не очень. Выпей пока Эли, а там и Зулка с ребятами явится, что-нибудь да притащит. Будем все вместе дегустировать сегодняшний улов. Прошу, первая кружка бесплатна. Он наливает в кубок безошибочно узнаваемую густую темно-алую жидкость. Вам в нос бьет запах меди. Бармен толчком отправляет кубок в вашу сторону. Ну давайте попробуем на телосложение выпить. Вы опрокидываете в себя кубок, выливая в горло его мерзкое содержимое, и почти сразу ощущаете внутри неприятную муть. Напрягшись, вы удерживаете содержимое желудка внутри, даже сохраняя при этом спокойное лицо. Чего изволите? Возможно, я об этом пожалею, но что у тебя есть на продажу? Ну, все скромно, но прошу, смотри. Паруса из шкур гулей. Трупный фарш, пирог из запретной плоти. Ну вот, мы собачку взяли. Ну, как осваиваешься? Нам тут лишние руки завсегда пригодятся. А этот сегодняшний улов, он же не такой, как то, что у тебя за спиной. Бармен наглядывается тебе за спину и снова поворачивается к вам с выражением явного замешательства на лице. Ну, разве только тебе выпала редкая удача наткнуться на волшебный остров, где бродят дикие бочки эля? Лично я еще ни разу не видел, чтобы море принесло полный бочонок хорошего напитка. Не беспокойся. Капитан, что основал это поселение, посадил руководить надежных людей. Здесь ничего не растет, так что мы полагаемся на море. Защитники города выходят в море и возвращаются с едой для всех нас. Вроде у Анна есть что-то подобное. Вылетело из головы название. Что еще за капитан? А? Странно, что защитники тебе еще не рассказали. Капитан Люсия Риван, наша великая основательница. Это было давным-давно. Сейчас всем заправляет Мензага. Люсия Риван, капитан плавучего висельника, корабля призраков? Призраков? Это еще с чего? Работали на нем обычные ребята. Пусть название тебя не пугает. Риван основала здесь, на расколотом рифе, замечательный городок. Вот увидишь, стоит тебе немного освоиться, и ты еще скажешь ей спасибо. Ей и Мензата, конечно. Кто такая Зулка? Одна из наших защитников. Они охраняют поселение, а также выходят в море в поисках припасов. Заправляет у нас тут всем Мензага. Он наблюдает за происходящим из башни на самой вершине холма. Кто такой Мензага? Вроде как один из первых поселенцев. По правде говоря, я Мензага в последнее время почти не вижу. Видимо, он сильно занят, поселение растет как на дрожжах. Странно, что еще никто не попытался меня заживо сожрать. Что, нагулял аппетит? Должен сказать, если Зулка скоро не притащит рыбу, мне трудно будет удержаться от такого искушения. Он посмеивается довольный шуткой.
Ладно, хорошо. Вот гном, видите? И вот человек еще. Медный чан. Сейчас мы к нему подойдем, просто сначала все поисследуем вокруг. Потерявшаяся кошка, Даргули, Бонни. 5 обычных попаданий, и противника становятся легкими. Славно, славно. Я уж было подумал, что ты пройдешь мимо, опасаясь проблем. Перед вами стоит странный мужчина. Кожа его столь же серая и обветрена, как и у остальных завсегдатаев. На голове у него болтается шлем на 2 размера больше нужного. Я Медный Чан, так меня называют. Ну, знаешь, дружеские прозвища. Я вижу, что ты отличаешься от других. Это бросается в глаза. Что это за место? Разве не очевидно? Это же рай. Да, земля, избавленная от проблем. Ешь и пей сколько хочешь, и ни одной хмурой рожи на горизонте. Но я понимаю, что так просто не бывает. Здесь небезопасно. Тут все подслушивают и подсматривают. У меня есть дом в пригороде. Они не мешают мне уединяться. Можем поговорить там. Хорошо, встретимся на месте. Остерегайся начальников, те, что с посохами. Если они заметят тебя, проблем не избежать. Особенно сторонись Зулки, мне надо бежать. Так, это у нас какое-то задание. Опа. В таверну заходит женщина с посохом, узорчатый венец которого светится от магической энергии. Она ударяет посохом в землю, и таверну наполняет зловещий свет. Вырезанные на лбу носители руны тоже загораются. Зулка что-то едва слышно бормочет, и вокруг пары связанных людей, что стоят сразу за ней, пробегает волна возмущенного воздуха. После этого она широко театрально взмахивает рукой. Мензага готовит для вас пир, друзья мои. Свежее мясо, свежая дичь. Сегодня мы наедимся до отвала. Все, кто находится в таверне, восторженно кричат, провожая взглядом несчастных, которых увозят куда-то в глубину здания, видимо, на кухню. Медный Чан, ты что, не останешься на праздник? Медный Чан застывает на месте, вяло улыбаясь. Ох, не сегодня, Зулка. Мне уже хватило, честно. Еще чуть-чуть, и я по швам расползусь. Он склоняет голову в слабом поклоне и уходит. Зулка вновь переводит взгляд на толпу. Так, у нас там появилось вроде какое-то типа задание. Воображаемый рай называется. Исследуя расколотый риф, я наткнулся на таверну, полную носителей, ведущих себя как ни в чем не бывало. Словно они продолжают жить. Среди них мне встретился Даргуль по имени Медный Чан. Он утверждает, что происходит нечто странное. Учитывая, что все остальные будто не замечают, что обратились в гниющие трупы, питающиеся плотью живых, так оно и есть. Медный Чан просится встретиться с ним в его обиталище на западной окраине города. Кажется, он что-то знает о происходящем на расколотом рифе. Хорошо, встретимся. Ну, я думаю, что это все мы уже будем, ребята, делать в следующей серии, потому что время у нас уже подошло к концу. Это, конечно, очень необычная локация. Посмотрим, что она нам принесет. Пока мне все нравится. Ну что ж, на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео с друзьями, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. До следующей встречи.